Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Любая презентация дома Шанель у нас с вами, друзья, как правило, ассоциируется с фэшн-марафоном недели моды в Париже. Но только не в случае с межсезонным показом, ради которого команда бренда нередко отправляется в путь. Вот и на этот раз предосеннюю коллекцию 2026 модный мир увидел в Нью-Йорке. Здесь стоит сделать небольшое уточнение. Это не совсем обычная линейка образов. Больше 20 лет назад французский бренд запустил программу поддержки 11 ремесленных ателье. Их мастера с максимально высоким уровнем исполнения начали тогда создавать почти кутюрные специальные коллекции Métier d'Art. В итоге их стали посвящать разным городам. Нью-Йорку повезло уже дважды. Вслед за Карлом Лагерфельдом, который устроил презентацию в декабре 2018-го, теперь сюда же модное шоу привез новый креативный директор бренда Матьё Блази. Но транспорт выбрал не совсем очевидный – метро. Столь неожиданное решение он объясняет просто. Это единственный город в мире, где им пользуются все слои общества. И это единственное место, в котором нет иерархии. Даже приглашение гости получили в виде популярной среди горожан газеты, где в наличии имелись и громкий заголовок, и специальный кроссворд, в котором читался логотип Шанель. Чтобы прочувствовать всю атмосферу показа, давайте, друзья, представим один будний день в Нью-Йорке. Дождь моросит, машины стоят в пробках, метро снова задерживается. Беспощадный темп жизни мегаполиса давит и раздражает. Вот кто-то случайно задел вас плечом, кофе пролился, а телефон почти сел. В общем, знакомая многим из нас городская утренняя суета. Ничего необычного. И вдруг происходит нечто странное. В метро приезжает Шанель. В этот момент невольно ловишь себя на мысли. А что, люксовый бренд стал немного ближе к народу? Наверное, да. Во всяком случае, как утверждает сам автор коллекции, основная идея – показать нам то, что мы видим каждое утро, когда идем на работу и не знаем, что ждет нас за углом. Максимально приблизить шоу к реальности помог выбор локации. Ведь метро – одно из тех мест, где стираются социальные границы. Презентацию устроили на законсервированной старой станции Бауэри, которую слегка оживили. На металлические колонны повесили телефонные автоматы, на платформе расставили длинные деревянные лавки, из динамиков звучал знакомый гул поездов. Гости сидели над рельсами, будто ждут свой вагон. Хотя, вероятно, многие из них не пользовались метро лет 20, а может и никогда. Тем более впечатляющей оказалась минута прибытия состава, когда в тоннеле появился настоящий поезд. Он медленно въехал на станцию, двери открылись, и на платформу шагнули модели. Казалось, все они куда-то опаздывают. Одни на учебу, другие на работу, третьи вовсе не ночевали дома и спешат поскорее смыть потекшую тушь. Все было очень похоже на эпизод самого обычного дня в большом городе. Каждый образ будто представлял одного из жителей Нью-Йорка. И здесь, мои дорогие зрители, давайте попробуем проверить вас на внимательность. Я выделю несколько ярких характерных персонажей коллекции, а вы в комментариях можете отметить, на какой минуте просмотра этого видео узнали тот или иной модный образ. К слову, под одно описание может подходить как один, так и несколько стильных луков. Первый вариант, например, девушка-студентка. Она явно торопится на учебу, на плечи вместительная сумка, она в удобном свитере с молнией, возможно, в джинсовой куртке или же в длинной безрукавке поверх простой белой футболки. И в голубых джинсах. Только вот джинсы марки Шанель на ней сделаны не из обычного денима, а из шелка. По сути, вещь-обманка. Прием, который Матьё Блази перетащил из Bottega Veneta. Еще один образ – бизнес-леди среднего звена. Женщина-предприниматель. Сделки она заключает в удобном трикотажном бежевом кардигане либо в черной атласной рубашке, не пытаясь продемонстрировать власть избитым способом – жакетом с мужского плеча. Из украшений вместо нити жемчуга она выбирает тонкую цепочку. Журналистка. Ее комфортный гардероб – это кожаный тренч, который, кажется, с хозяйкой живет уже десяток лет. На ней рубашка в паре с юбкой миди, либо костюм из тонкой фланели глубокого синего тона. Почти незаметная оправа очков и акцентные серьги для нарядности. Работница бухгалтерии. Свой профессионализм эта дама демонстрирует идеальной укладкой, костюмом из фактурного твида и водолазкой. Шея в тепле, калькулятор в сумке.
В узорах часто предпочитает леопард. Жена мафиози. Сегодня она в роскошной шубе поверх алого платья и в лодочках от Шанель с контрастным черным носком. Кстати, есть и вдова мафиози. Ее наряд исключительно черный твид, а лицо она скрывает за черной вуалью плюс очки с очень темными линзами. Девушка, сбежавшая со свидания. Причем так стремительно, что не успела накинуть пальто хотя бы на плечи. И оно осталось в руке. Тем лучше нам видно усыпанное стеклярусом платье на тонких бретелях с градиентом от насыщенно-красного до бледно-розового. Поклонницы винтажа. Нынче одна из них откопала в очередной комиссионке юбочный костюм и пальто с принтом в духе старых афиш. Другая выбрала наряд в стиле ревущих 20-х с каскадом бисерной бахромы, а третья мятного цвета комплект дополнила винтажной сумкой кроссбоди и шапочкой астрой с белой сеткой. Просто горожанка. В ее гардеробе есть и клетчатые юбки в пол, и брючные костюмы. Не забыл дизайнер добавить сюда же и главный аксессуар – любовь к Нью-Йорку выражена футболкой с соответствующей надписью. Правда, иногда эта девушка одевается так, что у каждого встречного возникает немой вопрос – что она на себя нацепила? А дело все в неожиданном головном уборе – шляпки в форме головы то ли кошки, то ли пантеры, то ли вовсе питбуля. Женщина-мама. Из общего потока ее выделяет вязаный свитер с детским рисунком, надетый вместе с роскошным костюмом из жакета и юбки в пайетках. Или трикотажная двойка оттенка горчицы с вышивкой, цветами и птицами, плюс кожаный костюм с рельефом под крокодила. Полное и теплое ощущение, что так идут на работу, а затем забирать детей из сада. Что к этому добавить, друзья? Я думаю, сама идея коллекции вам ясна. Легендарный бренд во главе с новым руководителем стремится стать частью реальной жизни, а не только витрины. Новую героиню Шанель теперь хочется не просто рассматривать. Этой девушкой хочется быть, выбрав из самых разных вариантов близкий сердцу и настроению образ. Правда, пока вся эта подиумная красота доступна лишь по космическим ценам. И в метро ее наверняка не увидишь. Но оставим данную творческую вольность дизайнеру. Приятного просмотра, дорогие мои! И я надеюсь, коллекция вам понравится, и вы не забудете оценить видео лайком. Всем красоты, вдохновения, совершенства, только ярких и теплых позитивных эмоций и обязательно солнечного настроения!